Итак, выкладываем. Налили здесь несколько ложек растительного масла и крупные порезанные кусочки лука. Чесночок, 3 зубчика, тоже крупно порубила. Далее добавляем курицу. Это у меня куриная грудка, тоже такими крупными кусками, как и луковица, как и остальные овощи. Прям такими огромными кусками. Морковь, кабачок и перец. Тоже вот так крупно все порубила. Крупно порезанные грибочки также сюда отправляем. И крупно порезанная картошка. Вот так ужин. Все, что было в холодильнике. Сейчас нужно хорошенько все посолить, перемешать. Я добавляю также любимую специю, которую обычно я употребляю с куриным мясом, с картошечкой. Это смесь, я думаю, вы знаете, готовая. И сейчас зальем все это дело соусом. Это у меня томатная паста, разбавленная водой. Просто берете пару ложек томатной пасты, разбавляете водичкой, можете добавить соли еще, если не хватает. Вот так все аккуратненько заливаем. Где-то до середины, то есть оно не должно полностью накрывать все овощи. И оставляем под накрытой крышкой тушиться. Периодически проверяем, чтобы не подгорело, смотрим готовность всех овощей. И, естественно, на приправы. Все по вашему вкусу. Элементарный, простой, быстрый и вкусный, сытный ужин будет готов. Так что да. Итак, друзья, посмотрите только на эту прелесть. Картошечка, курочка, все овощи в томатном соусе. Сказочно вкусно, на самом деле. Приправки, чесночок, просто блаженство. Сейчас можно, конечно же, посыпать зеленью, укропчик, петрушка на ваше усмотрение или зеленый лучок. И приятного аппетита. Слюни текут. Так, нужно попробовать. Смотрите, какая картошечка. Мяско. Все мягенькое. Сказка. Обязательно, обязательно приготовьте, не пожалеете. На этом буду заканчивать. Приглашу всю семью, сейчас будем ужинать. Поэтому обязательно готовьте, не сомневайтесь, потому что это действительно просто. Из овощей все, что есть, просто забрасывайте в кастрюлю и вот так вот тушите вместе с куриным мясом или с красным мясом, в общем, по вашему усмотрению. Можно даже без мяса. Просто добавить в конце немножко сливочного масла для более такого сливочного вкуса. Надеюсь, рецепт оцените, обязательно попробуйте и напишите в комментариях, как он вам.